Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить про то, что русские мужчины перестали уважать русских женщин, за что и почему. Поговорю сегодня про OnlyFans, про эскорт, про порноактрис, про вебкамщиц, по-моему, так они называются, то есть про женщин, которые готовы продавать свое тело за деньги. И я считаю, что такие женщины порочат слово «женщина», потому что изначально в Ведах дева считается божественной, считала, что девочка рождается уже полноценной, что она наполнена божественностью. Но это явно не в одном ряду с такими женщинами, которые готовы продавать себя. И у нас чуть ли скоро это будет не профессия. Эти женщины абсолютно не стесняются, чем они зарабатывают. И самое страшное то, что таких женщин становится все больше и больше. В общем, сегодня я поговорю про все ли женщины продажные. На это ответил Бернард Шоу, что да, и когда королева услышала это при личной встрече, она спросила у него, сколько же она стоит, по его мнению. На что Бернард Шоу ответил 10 тысяч стерлингов. Когда королева удивилась и спросила у него, почему так мало, Бернард Шоу ответил: вот видите, вы уже торгуетесь. Изначально место женщины могло быть на кухне. Сейчас место женщины может быть на этой площадке OnlyFans. Да? Я сейчас поговорю о ней. Вообще хотела начать с того, что предназначение женщины, оно теряется, если не потеряно. То есть вообще изначально считалось, вот если вспомнить, женщина, девочка, да, вот она маленькая, и родители ей дарят куклу, и как она сидит, и ведь мы же вот девочки безвозмездно, никто нам за это ничего не давал, мы все сидели с этими куколками, у мальчиков были машинки, у девочек куколки, как мы расчесывали бережно волосы ее, как мы ее наряжали. И потом самих девочек наряжают, чтобы девочка вот ощущала себя вот этой вот женственной такой, женственным таким вот созданием, да, таким прекрасным. И считается, что девочка изначально рождается абсолютно полноценной. То есть это мальчику нужно трудиться, мальчику нужно много всего преодолевать. А женщине нет, и считается, что женщина в 8 раз сильнее чувствует, женщина в 8 раз умнее мужчины, да, на самом деле, то есть умнее в каком смысле? Женщина глубже может смотреть на вещи, потому что если мужчина будет очень глубоко смотреть, то это будет мешать ему. Мужчины более логичные, аналитичные и более вот есть цель, он идет. А женщина, она будет думать, она будет вот в эту глубину, вот много будет таких мыслей у нее, да, которые могут мешать сконцентрироваться. И поэтому уходит вот это вот понимание истинное предназначение женщине. Женщина изначально служить. Одно из предназначений — это любить и служить своему мужчине. И, конечно же, потом заботиться уже о своем ребенке. И вот возвращаясь, такое предисловие, возвращаясь к OnlyFans площадке, где просто, для тех, кто не знает, да, для меня зрители открыли эту площадку. Ну как открыли? Это не открытие года для меня. Если бы я не знала о ней, то я бы пережила это событие. Но то есть для тех, кто не знает, это площадка, которая была придумана, если я не ошибаюсь, тогда, когда нас все посадили дома на 2 года, да, то есть сразу, естественно, нашлись люди, которые все это захотели монетизировать. Со всего же нужно деньги получать в этой жизни. Поэтому, значит, придумали то, что люди показывают свои таланты, а ты должен подписаться и за это платить. Меня дико удивило, во-первых, эти зарплаты, просто какие-то вообще за 24 часа можно получить вообще
какую-то годовую зарплату человека какого-то на обычной профессии, да, при этом ты вообще сидишь просто и показываешь свои там прелести, и что-то там говоришь, хлопая глазками своим зрителям. Ну, естественно, еще меня удивило то, что для того, чтобы смотреть, ты должен подписаться и платить в месяц какие-то деньги, да? Меня удивило то, что насколько сейчас низкий разум у людей, что люди вот просто вот готовы за это платить. Вот просто по факту за что? За то, что сидит какая-то никакая, абсолютно ничего себе не представляющаяся женщина. Просто у нее от природы есть грудь и попа, и она это показывает. Но это надо, кстати, слово сказать, не только эти женщины, но и мужчины там тоже показывают всякие прелести. Да? То есть ни цензуры там нету, ничего нету вообще. Но если вы хотите какую-то красоту посмотреть, сходите в музей, заплатите лучше за билет в музей, посмотрите на статую Венеры Милосской, посмотрите, например, на картину «Рождение Венеры» великолепную, наполнитесь красотой, но не этой красотой якобы, которая просто вот продажа своего тела, я по-другому никак не могу сказать. Но это же глупые женщины, ума вообще абсолютно не нужно для этого. Ты пойди что-то сделай умное, ты пойди сделай что-то полезное для людей. То, что люди скажут, вот это да, вот это будет пример для кого-то. Вот какая она вообще талантливая, там что-то сделала. И меня, знаете, я, кстати, давно хотела записать видео на тему, например, порноактрис, но эскорт, не знаю, почему эскорт. Эскорт — это вообще слово как сопровождение переводится с английского, поэтому это изначально женщины, которые сопровождают каких-то богатых мужчин, да, богатые мужчины хотят себя окружать красивыми женщинами, они могут себе это позволить, платить за это. Вот. А там уже женщина решает, продастся ей до конца или нет. Но могу сказать, что соблазн очень велик. И когда женщина говорит, что она только ходит в ресторан и сопровождает мужчину, то я бы и не верила таким женщинам. Ну и вот про порноактрис хотела поговорить, что меня тоже очень возмущает. Значит, какие-то там у них, значит, какие-то премии им выдаются каждый год. Они там какие-то вот звезды, но это вообще просто полная дикость, абсолютная. Я бы, честно говоря, стеснялась бы вообще, что я этим занимаюсь. Вот если бы, я как-то думала, если бы я была вот такая молоденькая и совсем глупая, и, конечно, туда идут ли в порно, абсолютно, это явно с психикой проблемы у любой девочки, которая идет туда. То есть это, как правило, девочки из неполноценных семей. И, конечно, здесь я вот так думала, если бы вот я, не дай бог, туда пошла, и потом я бы пришла в сознание, да, повзрослела бы, поумнела, да я себе бы это не простила, я вот честно говорю. То есть я даже не представляю вообще себя вот в этом во всем вообще. Это просто застрелиться можно абсолютно. Это просто для меня это дикий стыд. И самое интересное, что потом такие девушки, когда они уже, поток очень большой идет, очень большой, и они какое-то время держатся, потом все, пропадают. И потом печальный исход. Вообще у всех вот этих вот эскорт, эти вебкамщицы, которые сидят и тоже показывают, на что они там способны, на что они готовы, зарабатывают там из своего дома тоже деньги, да, это все печальный исход может быть, потому что вот эта продажа своего тела, она считается вообще, чтобы получить деньги, нужно потратить свою энергию, нужно как-то приложить усилия для того, чтобы, да, что-то получить такое вот, чтобы вот этот обмен был, да. А по сути, как бы, вот я считаю, что здесь обмена никакого не происходит. Вот это вот просто вот
показывание своего тела, того, что есть у нас у каждого. И я как-то читала такое интересное заключение, когда проводили эксперимент, и маленького мальчика все время он в баню ходил со своей мамой, и он видел всех женщин голыми с детства. И через какое-то время этому мальчику перестало быть интересно вообще женское тело. Это вот к тому, сколько сейчас у нас разврата, сколько всего показывается этого женского тела, и неужели мужчины еще до сих пор не насытились этим? Я задавалась как-то вопросом, как раньше, например, жили без порнографических фильмов, там в советское время были журналы, но раньше там тоже что-то было, да, там на стене там рисовали части тела, фантазия включалась, но как-то все равно, но жили без этого, жили и не тужили, что называется, и прекрасно себя чувствовали. Но это понятно, что если это есть на рынке, то как бы люди этим пользуются, да, но я все-таки призываю к разумности, к тому, что если вы этим пользуетесь, но вам все равно где-то это не нравится, отключитесь от этого. Вы тратите энергию просто впустую, энергия просто сливается в этом во всем. И я хочу сказать, что это вот к теме моей, почему мужчины сейчас не уважают женщин, потому что женщины видят всех вот этих, например, интервью вот этих порноактрис взять, вот, и на Ютубе даже посмотреть, их выставляют как каких-то звезд вообще, там миллионы просмотров. А кто эти женщины, по сути? Что они могут интересного сказать? Вот раньше на телевидении появлялись только личности, которые были достойны того, чтобы их слушали. Сейчас непонятно, какие личности, и по сути своей они подают очень плохой пример. Другие девочки смотрят на них и понимают, что особо трудиться не надо. Хотя я читала интервью, эти порноактрисы там говорили, что они очень устают на работе, очень устают, но при этом они считают, что они великое дело делают и помогают людям в жизни. Ну прям очень жалко этих женщин, как они бедные устают. И вот подают они очень плохой пример тем девушкам, которые еще, может быть, пока не вступили на этот путь, но уже могут приближаться к тому, потому что запрещенные соцсети. Вот у нас часто говорят, что хотят YouTube запретить. Да, YouTube это по сути сейчас второй телевизор. Запретите изначально вот эти вот запрещенную сеть вот эту, которая все это показывает. Ведь там огромное количество женщин, которые как раз и принадлежат вот к тем категориям, о которых я сегодня и сказала. Выставляются эти женщины как абсолютно нормально, то, что можно вот таким способом зарабатывать. На всем хайпуется, конечно, все монетизируется. И поэтому, конечно, я понимаю мужчин, которые прекрасно понимают, какая сейчас ситуация с женщинами, что все женщины, ну не все, да, но многие женщины хотят таких легких денег, хотят не служить своему мужчине, не отдавать, не заботиться, да, и не быть верной, не чистой, такой вот чистый именно вот со своими помыслами. А где показывается, что и премии этим звездам даются, что деньги-то можно и не так сложно получать, поэтому зачем стараться, зачем как-то развиваться, зачем что-то делать, если можно просто пользоваться тем, что тебе дала природа, это именно тело. И такие истории, конечно, они очень печально заканчиваются. Мне в этом смысле очень нравится фильм «Семьянин»,
где показывается, если вы не смотрели, посмотрите, я очень вам рекомендую. Он такой новогодний больше, но он с таким смыслом большим. Там показывается, если не ошибаюсь, Николас Кейдж, по-моему, играет. Там показывается выбор человека, то есть можно выбрать все блага в жизни, но остаться ни с чем, не быть счастливым. А можно отказаться от каких-то благ, но при этом у тебя будет семья, у тебя будет настоящее счастье, у тебя будет то, что, по сути, действительно делает счастливым человека. Поэтому очень важно выбрать тот путь. Женщины сейчас очень много навязанного всего и действительно уходят от своего предназначения. И много женщин, которые абсолютно не понимают, что им нужно. Можно действительно в жизни очень ошибиться и пойти абсолютно не по той дороге. И истории, чем все это заканчивалось, их очень-очень много, и они только пополняются, их становится все больше и больше. Поэтому вот такое вот сегодня небольшое видео на тему того, что мужчины в принципе просто перестают уважать все больше и больше женщин в России, потому что, к сожалению, много женщин становятся продажными и просто готовы, ну, если мы не берем категорию тех женщин, которые готовы продавать свое тело, да, но просто берем женщин, которые, опять же, смотря на всякие соцсети, хотят жить красиво, даже если их мужчина не получает какую-то большую зарплату, но тем не менее требований у этих женщин много, а сами из себя ничего не представляют. Так что, в общем, вот такое вот видео получилось. Увидимся уже на следующей неделе. Я желаю вам всем хороших выходных и до новых встреч. Пока!